Всем привет! Сегодня мы поговорим на очень странную тему брови. Брови, брови, брови. Elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de... Часто очень вы пишете в комментариях, что брови щипать нельзя, и я хочу внести ясность в это понятие. Во-первых, для тех, кто не знает, почему мусульманкам нельзя щипать брови. Во-вторых, для тех, кто думает, что я щипаю брови. И в-третьих, для тех, кто страдает этой проблемой, знает об этом и испытывает какие-то трудности. Прежде начну с того, что я не щипаю брови. Повторяю, я их не щипаю. Мусульманкам нельзя щипать брови, потому что это меняет их облик внешний. А все, что дано Всевышним, это нельзя изменять. За исключением случаев, когда у человека проблемы какие-то со здоровьем, то в этом случае да, можно. Я об этом не говорю. Мы сейчас говорим о бровях. Брови могут изменить полностью облик человека. В данном случае мы говорим про девушку. И почему же нельзя менять форму? Это получается так, будто Всевышний дал нам, а мы такие недовольные, типа, ну что-то как-то ты не очень поработал надо мной, я как бы исправлю твое, скажем так, творение, по-своему сделаю. Согласитесь, это немножко нагло и брать на себя ответственность и ставить себя как-то наравне с Творцом, это как-то странно. Неправильно, нехорошо. Поэтому нельзя. К тому же шайтан, или, скажем так, дьявол, повторил однажды о том, что он прибегнет к любым способам, чтобы человека отвратить от прямого пути. К тому же про брови есть прям отдельное высказывание пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, которое достоверное, в котором он говорит: будет проклят тот человек, который, скажем так, наращивает волосы, и тот, кому нарастили. Будет проклят тот, кто делает умышленно расщелины между зубами для красоты, тот, кто выщипывает брови, и та, которой выщипывают. Прям прямым текстом сказано. Брови на лице. Некоторые из-за этого страдают, и стоит сказать, что вот переносица это все-таки не считается бровями, хотя здесь есть расхождение у ученых, но если, например, здесь так сильно заросшая у девушки, и что делает ее похожей на мужчину, то ни в коем случае нельзя оставлять это так, скажем так, лучше это так не оставлять и просто убрать. Про переносицу мы не говорим. Многие говорят, что это некрасиво. Во-первых, пусть мне хоть один напишет понятие красоты, которое будет прям абсолютно точно для всех людей, для всех стран, для всех регионов. Не сможете. Просто потому, что красота в одном месте, она ценится, допустим, в одном месте ценятся полненькие девушки, в другом месте ценятся абсолютно худые девушки. Где-то ценится, чтобы брови были густые, где-то ценится, чтобы их вообще не было, и там было просто черточки нарисованные карандашами. Проблема в том, что красота — понятие индивидуальное, а иначе она бы не менялась с изменением лет. Если раньше были модны тонкие брови, то посмотрите сейчас на всех моделей, у них сейчас густые брови. Как у Олька. То есть это стало модным, и это стало нам на руку. Но пройдет какое-то время, и мода опять изменится, но это не значит, что мы должны идти на поводу. Что касается меня, как я с этим боролась? В свое время я щипала брови просто потому, что мне не объясняли, почему этого делать нельзя. У нас у азербайджанцев принято, что девушка не щипает брови до замужества. Это как-то ее отличает. Еще есть такое понятие девичьи брови, то есть нетронутые брови. И только впоследствии, когда она выйдет замуж, она может себе позволить придать им какую-то форму. Мне вот это сказали, и это для меня не стало, если честно, аргументом, потому что, это традиции, и они уже давно канули в лету, как и фраза «канули в лето». Но позже я узнала, что сам Всевышний проклял ту женщину, которая выщипывает. И это, естественно, меня напугало. И с тех пор я перестала их трогать. Сказать, что это было легко, нет. Это было ужасно, потому что я испытывала жуткие комплексы из-за этого. Было жутко дискомфортно. Мне казалось, что люди как-то разговаривают со мной, смотрят на мои брови. Что я делала? Странно, но я делала дуа. Я просила Всевышнего, чтобы он придал мне уверенности, и чтобы я, наконец, не смейтесь только, чтобы я, наконец, полюбила свои брови. И прошло какое-то время, мне люди начали делать комплименты по поводу моих бровей, что ой, у тебя такие классные брови, ой, там классная форма, ни в коем случае не трогай, ой, все замечательно, они аккуратные.
И это как-то придало мне уверенности, и я их полюбила, я их реально полюбила. Они такие, какие они есть, они мои родные. Поэтому вам стоит просто спокойнее относиться к этому, преподносить это как некое достоинство. И поверьте, люди вокруг, у них что-то перещелкивает само по себе чудесным образом. И они как-то отлично относятся к вашим бровям и к вам уважительно относятся тоже, к вашей уверенности в себе внутренней. Другое дело, как сделать так, чтобы они смотрелись аккуратно. Я уже сказала про переносицу, не буду повторяться. Что я делаю для того, чтобы они смотрелись аккуратно, и даже вы думаете, что я их щипаю, хотя я этого не делаю. Для того, чтобы придать бровям аккуратный вид, я использую корректор, в данном случае у меня от фирмы Essence, и светлые тени. Нашим корректором мы проводим ровную линию под бровями и аккуратно растушевываем. При желании можно закрепить это светлыми тенями, также проводя ровную линию под бровью. Вуаля! Вот, собственно, и все, что я делаю со своими бровями. Вы сами убедились, что они у меня не тронуты, я их не щипаю. И выбор за вами. Просто подумайте, на одной чаше весов у вас стоит рай, ощутить запах рая, а на другой чаше весов стоит брови. Брови, которые вы щипаете ради кого-то. Поверьте, если вы думаете, что вас никто не полюбит с вашими бровями, то вы ошибаетесь. Жутко ошибаетесь, потому что вас должны полюбить за то, что вы есть такая, а не за то, что у вас аккуратные брови. Важно то, какая вы, какие вы флюиды испускаете, скажем так, какие эмоции вы дарите окружающим. Вот и выбирайте сами, какую чашу весов вы хотите, вы предпочтете. И поверьте, сначала будет нелегко, я не обещаю, что все будет классно. Нет, но позже вы сами убедитесь, что это стоило того. Я выбрала эту чашу весов, она для меня перевесила. А что перевесит для вас, это ваше личное, индивидуальное решение. На этом, думаю, все. Стоит прощаться. Если вам понравилось это видео, если оно было для вас познавательным, напишите, пожалуйста, в комментариях. Если у вас какие-то возникнут вопросы, опять же, жду их в комментариях. Если понравилось видео, лайк. Если вы еще не подписаны, то обязательно подпишитесь, потому что дальше будет еще интереснее. Ну и, как говорит Малахов, берегите себя и своих близких. Ассаляму алейкум, рахматуллахи ва баракату. Мишка, ты щипаешь брови? Что-то, по-моему, они у тебя заросли.